Как же это вкусно, Сережка, ну как я могу подождать, если я хочу это уже все съесть? Ты просто издеваешься надо мной. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня мои любимые оладушки без сахара и растительного масла, которые можно подать как со сладостями, фруктами и медом, а можно и с солеными начинками. А заодно поделюсь, как готовлю вкусную намазку на хлеб из кабачков. Буквально за какие-то 10 минут. Поверьте, это очень вкусно. Вот, дождалась. А я свои сладкие забираю и погнал. Забирай, а я соленые. В миску просеиваю 150 граммов муки, 200 миллилитров теплого молока, разминаю 10 граммов дрожжей. У меня живые, конечно же, можно заменить на сухие, тогда понадобится в 3 раза меньше. И хорошо перемешиваю, чтобы растворились. Пусть немножко постоят, а я пока отделю желтки от белков. Белок сразу в чашу, можно в мисочку, для того, чтобы было потом удобнее его взбить. А желтки в муку. И сюда. Немного соли. За это время дрожжи растворились. Начинаю замешивать тесто. Я это делаю сначала с помощью вилки. А чтобы было более эффективно, перехожу на венчик. Хорошо размешиваю, чтобы не было комочков. Все. Вот какое тесто должно получиться, как жидкая-жидкая сметана. Накрываю тарелкой и оставляю на несколько минут в теплом месте. А пока тесто поднимается, займемся намазкой. Сковородку на огонь. Опа! Немного растительного масла, так, чтобы только ее смазать. Чайная ложечка будет достаточно. Беру один кабачок, граммов так 250-300, и произвольно нарезаю. Когда масло в сковороде нагрелось, выкладываю кабачки. И обжариваю несколько минут со всех сторон, чтобы красивенькие были. Нагрев под сковородой выше среднего. Кабачки обжариваю до румяности. Ой, посмотрите, какие красавцы. Еще. Еще раз перемешиваю, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон. И уже на этом этапе, друзья, можно добавлять специи. У меня будет чесночная соль. Можно заменить на зубок чесночка и немножко присолить. Солью осторожно, потому что у нас будет еще один соленый ингредиент. Пол чайной ложечки. Сюда же черный молотый перчик. Побольше перчика. По вкусу, друзья, перчика, по вкусу. А потом каждый себе на бутерброд может натрусить. Вчера у меня был паштет с сушеными помидорами и паприкой. Сегодня сделала с грибной приправой. Друзья, вообще полет фантазий. Какие специи добавите, такой вкус и получите. Каждый раз новая намазка на хлеб. Пол чайной ложечки сюда. Перемешиваю, и пусть все объединяется. Кабачки нужно довести до готовности. Поэтому сейчас снижаю нагрев и продолжаю обжаривать. Так вкусно пахнет. Еще несколько минут. Кабачки готовятся быстро. А пока могу, друзья, и сырочки развернуть. Берем хорошие вкусные сырки плавленые. Аня, как вы узнаете, что они хорошие? Мне, кстати, часто задают этот вопрос. Ну, как я могу узнать? Читаю состав, друзья. Когда на первом месте стоит сыр, масло сливочное, сливки с коровьего молока, сыворотка молочная, значит, здесь более-менее натуральный продукт. Процентов так может быть на 75. О. Когда кабачки стали мягкими, то есть полностью приготовились, да, уже все, выключаю нагрев и даю немножко отдохнуть в сковороде. Как раз все процессы приготовления успокоятся, и они немного остынут. Пусть будет так. Берем чашу блендера, плавленый сырок. Я просто беру и вот так его ломаю. Конечно, можно порезать. Тут уже, друзья, по желанию. Кабачок, который уже немножко остыл. И все же, друзья, он еще горячий. Сюда. Я просто решила так переложить слоями, чтобы блендеру было удобнее это все дело измельчать.
несколько веточек укропа, совсем чуть-чуть, лишь бы только дал свой такой нежный, приятный аромат. Осталось это все просто измельчить. Поехали! Я думаю, уже готово. Опа! Ух ты. Друзья, посмотрите, какая нежнейшая консистенция. Смесь получается очень ароматная, вкусная, воздушная. Друзья, я уверена, вы удивитесь, насколько это вкусно. Просто и вкусно. Меняя специи, вы получаете каждый раз новую ароматную, нежнейшую намазку на хлеб. Намажь, пожалуйста, потому что я знаю, это очень вкусно. Да, вчера у нас была с паприкой и сушеными помидорами, а сегодня вот сделали грибную. Держи, счастье мое, посмотрите. Ну чем не паштет? Вообще шикарно. Благодарю тебя. Сейчас я это все переложу в мисочку, пусть остывает холодное, оно просто стабилизируется, и получается еще более нежная такая текстура. Все покажу, друзья. Сама Реально, нежность. Реально вкусно. Да, из-за того, что кабачки у нас еще были горячими, плавленый сырок растаял, и это прям ням-ням-ням. На мусс похоже, да? Угу. Все, пусть остывает, а мы займемся оладушками. А теперь тесто. Сейчас покажу. Когда образовалась вот такая вот пушистая пенная шапочка, тесто готово. Сейчас беру белки, которые оставляла, и взбиваю их в пышную-пышную пену. Готово. Как проверить, что белки хорошо взбиты? Переворачиваем стаканчик, они остаются там. Значит, все прекрасно. Белки можно взбить с помощью венчика, с помощью вилки. Сама лично взбивала, все прекрасно получается. Поэтому, друзья, делаем. А сейчас сразу же ставлю сковородку на огонь, пусть греется. Оладушки буду выпекать на сухой чистой сковороде. Опа, тесто. Беру часть белков сюда и начинаю аккуратно вмешивать. Круговыми движениями, вот так вот аккуратненько. Вторая часть белков. Все хорошо? Да. Вмешиваем, вмешиваем. Смелее и все же аккуратно. И остальные. Тесто должно получиться нежное, воздушное, с миллионами пузырьков. Даже если где-то белочек не размешался, не страшно, друзья. Это не повлияет на вкус. Все, тесто готово. Ой, сама нежность. Можно выпекать. Беру ложку и аккуратно выкладываю оладушки. Я люблю эти оладушки небольшие. Все, выпекаем. Огонь под сковородой ниже среднего. Вот так. Сразу подготавливаю тарелку. Сверху бумажное полотенечко для того, чтобы оладушки не мокрели. И вижу, друзья, что уже мне можно переворачивать. Оп. Эти можно прямо вот так. Как у тебя ловко получилось, а? Сережка, 4-й день подряд пеку. Конечно же, ловко. Чем мне нравятся эти оладушки? Они получаются очень нежные, бархатные. Я не знаю, передаст ли камера их внешний вид. Видно, что они такие прям сверху покрыты, как такими меленькими волосиками. Ну, красота неописуемая. Да, да, о! Есть. Как только подрумянились на обратной стороне, можно вынимать. Опа! Снова сюда. И продолжим. Друзья, не могу удержаться, хочу вам сразу показать. Конечно же, ни о какой пышности здесь речь не идет. Здесь дело во вкусе. Оладушки получаются очень нежные, прямо как бисквитики. Нежные-нежные бисквитики. Тесто вот такое вот пористое, и оно просто тает во рту. Видно, какое красивое? Видно. А вкус вообще потрясающий. А с намазкой? Угу. Они просто тают во рту. Такие вкусные. Ой, держи. Я знаю, тебе тоже нравится. Благодарю. Пожалуйста. Полный восторг у меня от этих оладушков, друзья. Хочу и вам передать его. Сейчас покажу, как подаю. Первый вариант будет сладкий. Беру оладушки и выкладываю их горкой. Ну вот так вот пусть будет. Можно сметану, а можно любой сливочный сыр.
Вкусно и с тем, друзья. Вообще они вкусно, просто вкусно. Ну, я, Сережа, хочу сегодня ресторанную подачу сделать. Такие клёцки делаю. Ну, типа того, что-то похожее, да? Малину собрали. Ягод много не бывает. Правильно? Сердечный фрукт. Благо сезон фруктов и ягод. Да, согласна. Это даже круче, чем в ресторане. Скажи. И последний штрих от художника, друзья. Мед, конечно. Да, берем такую самую большую ложку, А что не столовую? Сережа, и поливаем. Это точно как в ресторане. Еще Солнышко. можно немножечко Даже лучше. мяты добавить. Все, одной чайной ложки будет достаточно. В смысле одной чайной? Достаточно, Сережа, достаточно. Вот такое вот блюдо у меня получилось. Класс! Класс. Ставьте лайки, друзья. А себе, друзья, я сделаю по-простому. Беру оладушек, намазку и выкладываю на тарелочку. На что похоже? Ну, похоже хоть на что-то. На тапочки. О! И для красоты добавлю немножко зеленушки. Укропчик хорошо здесь тоже играет. Все. Вот такие вот два красивых блюда, друзья, у нас сегодня получились. Пишите в комментариях, какой понравился больше, сладкий или соленый. Хотя я уверена, вам все понравятся. Будем есть? Съедим это все сейчас. Ну я и соленый тоже мне нравится. Сережа, Я тоже соленый начну. это вообще просто класс. Давай с Я солеными. знаю. Давай. Давай. Тун-тун. Друзья, ваше здоровье. Готовьте, пробуйте, наслаждайтесь. Это и вправду очень просто и вкусно. А ты говори, говори, а я буду наминать. Скажи прикольно. С грибной приправой тоже вкусно. С паприкой вкусно, с помидорками вкусно. С грибочками тоже вкусно. А ты говори, говори, а я буду кушать. Скажи вкусно. Вообще тебе лайк, солнышко, так вкусно. Угу. И давай, влезет? Приятного всем аппетита, мирного неба, свободной, счастливой жизни. А самое главное, любите и уважайте друг друга, цените. Да. Класс, Короче, все. я пошел сладкий. И чая не нужно, да? Ага, вкусно. Еле тарелку у него отобрала, друзья. Не дает даже и попробовать. И сейчас покажу эти. Оладушек. Сыр. Малинка. А все это вместе просто песня. Приятного тебе аппетита. Ну, я проще буду. Вот так. Сыр. Вот так сыр. Руками, что ли? Вот так это, да. И еще абрикоску. Давай рот открывай. Открывай рот, влезет. Давай. Давай. Влезла, друзья. Конечно, они компактные. Да, они маленькие, нежные. И мне. И я. Да, эти тоже классные. Это просто. Эти тоже вкусные. Сережа, давай заканчивать, потому что об этих оладушках я готова говорить еще очень долго. Потому что это вкусно.